Всем привет, с вами Банана Мастер. И начнем мы с того, что я покажу вам вот такой вот оператор сравнения. Что он делает? Он выполняет сразу два действия. Первое, это он сравнивает левое и правое выражение друг с другом. Второе, результат сравнения преобразовывает в булевый тип. По итогу этого действия я получу false, ведь 1 не равняется 2. Если я немножко скорректирую эту запись, например, напишу ее вот так, то в данной конструкции это будет true, так как 1 1 равняется. Хотелось бы сразу уточнить с одним очень важным моментом. Если мы используем 3 равно, то это такой довольно умный метод сравнения. И он сравнивает сразу на двух уровнях. То есть он сравнивает и значение, и тип данных. Например, в данном случае, если я напишу вот так вот, данная запись уже будет давать false, потому что хоть их значения и одинаковы, ну то есть 1 равняется 1, типы данных не сходятся. Если слева написана строка, то справа число. Оператор сравнения 3 равно, он сравнивает типы данных также. Это очень важный момент. Поэтому, если я напишу еще раз вот это, повторю вам то же самое действие, чтобы вы лучше запомнили, это будет false. Но если я сделаю вот так вот, это уже true. Когда будете решать домашку, не забывайте про особенности этого оператора. Перейдем ко второй части. Я покажу вам в HTML новый вид инпутов. Input Type Checkbox. Визуально на экране это вот такой квадратик, по которому я могу нажать и появится галочка. Нажму еще раз, галочка пропадет. На сайтах очень часто используют, например, при оформлении заказа. Ставим или снимаем галочку для обратной связи, например. Или ставим галочку, что прочитали политику конфиденциальности, когда скачиваем или регистрируемся в каком-то приложении. Чтобы лучше понять, как работать с чекбоксом, сделаем небольшую задачку. Она будет выглядеть так, что я, когда буду кликать по кнопке, в дивчик буду выводить слово call или no call, в зависимости от того, отмечен наш чекбокс или нет. Если отмечен, то call, если не отмечен, то no call. В JavaScript я уже, как всегда, подключил все, что мне нужно, сделал функцию и все связал. Начнем с того, что научимся получать значение из этого инпута. Для того, чтобы его получить, я сделаю переменную v1, в нее присвою input, который хочу подключить, с которого значение хочу получить, и через точку возьму такое свойство, как checked. Как раз в этом свойстве и будет находиться результат того, отмечен наш чекбокс или нет. Если чекбокс отмечен, в переменной v1 будет true. Если не отмечен, будет false. Это, кстати, наше первое исключение. Ранее, когда мы проходили курс, я говорил, что мы из инпутов практически всегда получаем значение с помощью value. Так вот, в случае чекбокса value бесполезно. Там только checked. Хорошо запомните это исключение. Также у этого ключа checked есть и второе исключение. Я точно так же раньше вам говорил, что из HTML мы тянем все в типе данных string. Так вот, checked тянет свое значение в типе данных boolean. Вообще, такого плана исключения у нас еще будут встречаться. И чем больше вы знаете этих исключений, тем лучше вы понимаете язык программирования. Сразу хочу отогнать вам лишние мысли, исключений немного. Они есть, они присутствуют,
Ну, их действительно не так уж и много. В процессе обучения я буду про каждый оговаривать, поэтому вы легко их запомните. Вернемся к задаче. Так вот, в этой переменной у нас сейчас находится булевое значение, ну, true или false. И мне нужно вывести на экран call, если там true, и false, если там false. Я так и пишу. Делаем if v1 3 равно true. И если там действительно true, то я возьму в качестве текста в наш div запишу слово call. Также ниже добавлю else, то есть в противном случае no call. Я это прописал и нажимаю на кнопку, чтобы проверить. При клике ничего не произошло. Я начинаю думать, почему при клике ничего не происходит. Вспоминаю, как нам добавлять события на кнопку. И нам для этого нужно что? Кнопка, функция, которая будет отрабатывать при клике. И связываем эту функцию с кнопкой. И когда я внимательно всмотрелся в это начало, видите, я onClick не тому добавил. Надо было кнопки написать. Поэтому я это корректирую и пишу btn. Я показываю вам вот ошибки, которые возникают в коде, специально, чтобы вы сами понимали, что когда эти ошибки возникают у вас, это тоже нормально. Вообще, ну, хорошая доля вашего кода будет заключаться в том, что вы будете проверять свой код на ошибки, смотреть, где оно поломалось, и фиксить их. Это неотъемлемая часть вашей работы. И к ней вам нужно уже привыкать. Даже у опытного специалиста эти ошибки возникают очень часто. Очень разные причем. Как легкие, так и сложные. Все-таки мы люди, и за всем уследить мы не можем. Так вот, при такой конструкции, когда я нажму на кнопку, я увижу No Call. И ведь правда, наш чекбокс не отмечен. Если я поставлю галочку и кликну повторно, уже Call. Это говорит о том, что мы написали решение верно. Вообще, я вот эту логику, а точнее вот эту, могу написать чуть-чуть короче. Я сейчас убираю вот это, и наш код будет работать точно так же. Я кликаю по кнопке, вывожу no call. Чекбокс отмечен, call. Расширим свое понимание, как мы используем это условие. По факту, если условие true, выполняется тело if. Если условие false, выполняется тело else. Так вот, в переменной v1 уже булевое значение, уже true или false. И дополнительно вот так вот сравнивать нам это заново не нужно. Там уже все есть. Поэтому даже в такой записи это условие дает true. Разумеется, если чекбокс отмечен у нас. Когда будете выполнять домашку, вы можете писать, как и я, в сокращенном варианте. Можете и вот так вот, в развернутом. Любой ответ будет правильным. По итогу у нас все равно будет один и тот же результат. Чуть позже мы узнаем, что одну и ту же логику мы можем прописывать очень разными подходами. И при этом результат будет такой же. На этом все. С вами был Банана Мастер, разработчик, который может объяснить все. Домашка, как и всегда, в описании под видео.